Всем привет, меня зовут Алевтина. Каникулы в самом разгаре, и возник вопрос, чем занять ребенка. Сделаем настольную игру. За основу беру деревянную доску. Форма большого значения не имеет. Главное, чтобы была достаточной толщины и площади. Еще понадобятся обычные мебельные шканты или любые одинаковые цилиндрические палочки. Убираю пока их в сторону и изготавливаю трафарет. Для этого из бумаги вырезаю квадрат, длина стороны которого равна ширине доски. Далее сгибаю листок бумаги сначала по диагонали, а потом просто пополам. На получившихся линиях отмечаю точки на равных расстояниях от центра. Между диагональю и центральной линией нахожу середину. С помощью этих точек делю еще на несколько частей. На каждой линии сгиба отмечаю по 2 точки. В конце должен получиться вот такой трафарет. Выровняв его по центру, шилом перевожу все отверстия на доску. В этих местах буду сверлить глухие отверстия, то есть не насквозь. Для этого, подобрав сверло нужного диаметра, изолентой намечаю на нем ограничитель на расстоянии 1 см. Просверленные отверстия обязательно прохожу наждачной бумагой. Для игры понадобится кубик, но на гранях будут не цифры, а разные цвета. Можно, конечно, взять и обычный кубик и закрасить грани, но под рукой у меня его не оказалось. Вырезаю кубик из обрезков доски и ошкуриваю. Получается замечательный и ровный кубик. Осталось только раскрасить игру. На каждую палочку наматываю малярный скотч, оставляя 8 мм от края, чтобы окрашенная часть не была видна, когда палочка будет вставлена в отверстие. Всего 24 палочки. Должно получиться по 4 палочки на каждый цвет. Значит, мне понадобится 6 цветов. Беру обычную гуашь. Черный, красный, белый, зеленый, синий и желтый цвет. Параллельно крашу грани кубика, они должны соответствовать цветам на палочках. После того, как краска просохла, снимаю скотч, и здесь меня ждал очень неприятный сюрприз. Краска протекла по граням шканта под скотч, но это поправимо. Соскабливаю краску шилом, а по кругу серебряным маркером рисую каемочку на каждом шканте. Так даже интереснее стало смотреться. Чтобы закрепить гуашь, покрываю акриловым прозрачным лаком. На наждачной бумаге обрабатываю грани кубика. Так он и выглядит симпатичнее и катается лучше. Игра готова, осталось только объяснить правила. Это игра на память, она рассчитана от 2 до 6 игроков. Все палочки располагаются в отверстиях в хаотичном порядке, чтобы не было видно цвет и никто из игроков не знал, где какой находится. Каждый игрок кидает кубик. Ему нужно вытащить палочку с таким же цветом, какой выпал на кубике. Если не угадал, то ход переходит к следующему игроку. А если угадал или по ходу игры запомнил, где находится нужный цвет, то оставляет палочку себе. Выигрывает тот, у кого в конце игры больше палочек. Если на кубике выпал цвет, которого уже нет на игровом поле, то нужно либо сделать переход хода, либо кидать снова, пока не выпадет цвет, с которым еще есть палочки. Тут можно уже самому додумывать правила, чтобы веселее и интереснее было играть.
У меня очень много идей для настольных игр. Чтобы не пропустить эти видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!